От чего вы избавились в этом новолуние? И что оно принесет вам нового в этот цикл новый, лунный? Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал и в Telegram канал. Я вас жду всех. Так, кармическая связь. Вы избавились от какого-то кармического урока, разорвали наконец кармический узел и пошли в свой рост. Вы пошли в свой рост, разорвав наконец кармический узел. Это связано с человеком. Это либо у вас был с этим человеком конфликт, двойственность какая-то, но кармическая связь вот эта вот, она вас триггерила бесконечно, вы возвращались в эти переживания, и наконец вы избавились от этого. Так, давайте еще посмотрим. Вы как будто вспомнили, для чего вы вообще пришли на эту землю, в это воплощение. Задачи своей души вспомнили, углубились в себя. И так, и что еще? Избавились от конфликтов, Вы защищали очень долго свои границы, очень долго защищались от чего-то. Давайте посмотрим на другой колоде. Что вам принесет это новолуние? Наслаждение, радость жизни, вкус жизни. Вы наконец почувствуете этот вкус. В конце будет обязательно сеанс очищения, поэтому дослушивайте до конца. От чего они избавились? От маски, от политических игр каких-то, от конфликтов, от лицемерия, от вот этого, от лжи избавились. Просто взяли и избавились от этого. Так. Сейчас вам в это новолуние и последующий лунный месяц будет ресурс к вам приходить из разных источников. Возможности открываться все. Радость жизни будет приходить, свобода, зрелость. Вы созреете. К чему они созреют? Так. Вы поменяли свою мораль, которая бетонной плитой давила. Даже она, может быть, и не ваша. Вот эта мораль, которую вам сказали, вот так нужно, и только так, а не иначе. Вы поменяли свое мышление, стали углубляться в себя, стали медитировать, делать какие-то практики, возможно. Вы очищаетесь в новолуние от всякого рода негативных программ. И расширяйте свое сознание. У вас больше нет иллюзий. И ваше сознание божественное становится. То есть оно расширяется, ваша энергия расширяется. И вас становится больше энергетически. Так. Наконец избавились от компромиссов, где вам всегда доставалось мало. Какой-то мизер. Вы как будто уступали свое место жизни другим постоянно и постоянно и постоянно. Углубились в тишину, в молчание и переболели, много болели, передумали очень много, мечтали о чем-то, закрутили свое колесо фортуны и что? И начали светить. Либо этот процесс будет сейчас у вас распаковываться постепенно. Вот сейчас с этим раскладом, он является, как и все мои расклады, трансформационным, поэтому наматывайте себе на ус и действуйте. То есть вам нужно поменять вот эти убеждения, которые больше не работают, на практику, на молчание, практика тишины, практика углубления в себя, свою душу наконец начали слышать. И светить, свечение этому миру. Так. Что уходит, наконец? Уходит стресс, какая-то стрессовая ситуация,
у вас происходит перерождение, и вы вступаете на другую линию судьбы, более счастливую, более комфортную, да я бы так сказала, да. Вы отрываетесь от земли, будто бы, то есть вы взлетаете наконец. Потому что вы активно участвуете в своем перерождении. Это не потому, что я вот сижу, медитирую часами, да, и ничего не происходит. Нет, вы активно участвуете в изменениях в своей судьбе. Вы понимаете, что мне что-то не нравится, да, и вы меняете, постоянно меняете. Так, ну, кто вы? Люди, вы стали магами своей судьбы. То есть вы стали магами своей судьбы, управлять своей реальностью, своей энергией. Прежде всего, маг управляет своей энергетикой. То есть я могу, я хочу, я делаю. Да? К чему стремится моя душа? К чему у меня вот этот интерес, вот это свечение, к чему я стремлюсь-то вообще? Так, что еще? Исцеление. У вас происходит исцеление в эту новолуние. Сейчас этим сеансом я тоже вас исцелю. Щедрость. У вас просыпается щедрость. В вашем поле щедрость, наконец. Смотрите, вы поменяли, знаете что? Вот был мизер, когда хватаешься вот за последние крохи. Это вот всего касается. А теперь это состояние поменялось на щедрость, когда у вас много, и поэтому вы делитесь, и с вами также делится этот мир. То есть, понимаете, когда вы в мизере находитесь, мне мало, да, мне всего мало, мне не хватает. Это состояние нехватки. Это значит, что к вам ничего не приходит извне, потому что вы закрылись. И сами не даете, и вам не дают. Как только вы начинаете светить, как только вы начинаете наполняться энергией, то есть вы даете свою энергию, это тоже ресурс, свою энергию людям, то есть активно участвуете в своей жизни, делитесь тем, что у вас есть хорошего, помогаете другим, и вам еще больше возвращается. Вот какой процесс. Так, это что? Ага, переработали свой опыт печальный, где вами вечно манипулировали и управляли. Как будто какой-то черт внутренний вам нашептывал, что делать. И в итоге это все приводило к краху, к беде или там каким-то неприятностям. Вы это все осознали, переработали этот кармический урок. И что? Сменили свой контроль, вечный контроль. Когда человек контролирует, он в сжатом состоянии. Он на самом деле не контролирует ничего. То есть если он вот в таком вот режиме, то есть вот так вот сжался, он ничего не происходит. Вы поменяли это состояние от момента к моменту, то есть легкости, больше присутствия в этом моменте, конкретно в этом. Так, к вам изобилие идет, причем все больше и больше будет приходить к вам ресурсов, когда этого даже избыток. Проекции. Убрали проекции, из-за чего вы печалились вечно, всегда в страданиях находились. Это связано с партнерством. Было партнерство. Все. Вы как бы смотрели на человека, но не на реального его, вот какой он есть, да, партнера, а какую-то проекцию на него навешивали, что он должен вот так, вот так, вот так. И в итоге это вас приводило к беде, ну вот внутреннее состояние горя, понимаете, страдания, потому что не удовлетворяет вас эта жизнь такая. Вы пришли, знаете, к чему? К дружелюбию. Истинная любовь когда? Это вот двойка кубков, вообще-то. Истинная любовь когда? А потому что в трансформацию пошли. Теперь будете присутствовать в моменте тотально. Убрали лень. Стали чувствовать свою природу.
внутри себя, какой я человек. То есть я подхожу, очевидно, не каждому, да, мне подходит не каждый. Подружились со своей внутренней природой, со своей душой подружились. Перестали себя сравнивать с другими, и у вас новое видение открылось. Кто-то разбирался с прошлыми жизнями, с прошлым со своими предками, возможно, там, с родителями какой-то конфликт. В общем, вот это кармический узел вы развязывали, который тянулся и тянулся и тянулся. Ой, как долго тянулся. Который приносил вам, знаете, постоянное, когда ты не решаешь вот этот кармический узел, не развязываешь его, а завязываешь еще туже и залипаешь в своем прошлом. И в итоге, залипая в своем прошлом, ты остаешься пленником своего прошлого. Вы тянете своих партнеров прошлых, свои обиды из прошлого, боль, разочарование, печаль в свое будущее. То есть таким образом вы поворачиваетесь к своему будущему не лицом. Понятно, да, чем? И у вас прорыв происходит. Вот это новолуние, прорыв происходит. Молчание. Почему? Ушли в отшельника, поняли, что нужно что-то поменять, нужно набраться вот этой мудрости. Надо исцелить свое тело, прежде чем выйти в этот мир. Понимание приходит о том, что если вы колкие, колючие внутри, это потому, что в вас болит. И это не нужно нести в этот мир там, своим детям, партнерам и так далее, да? То есть вы поняли, что вам нужно углубиться в себя, чтобы исцелить сначала свой дух, свое тело, да, ментальное тело, психическое, эмоциональное, то есть тонкие тела, вот это все про тонкие тела разговор идет. И в свое цветение выйти, наконец. Цветение в мастера. Кто-то в себе открыл, либо будет открывать мастерство, то есть в каком-то деле вы будете приходить в высшую ипостась вот, дела, когда мастер делает. Вы просто отправились к своему солнцу, в свое путешествие, обнулились до состояния ничто. То есть новолуние — это что такое? Это когда на небосводе нет луны, да, но ее не видно просто. Ничто, вот это состояние ничто, оно как раз как стартовая точка ваша, от которой вы можете сотворять свою реальность. Вот. После ничто вы как ребенок вступаете вот на эту радужную дорогу своей судьбы, в счастье, в доверии к миру. Доверие. Что такое доверие? Это вера. Самое главное — это вера. Когда Петр пошел к Иисусу по воде с верой, он шел, да, по воде. Как только он усомнился, он начал тонуть. И Иисус Христос его спас, конечно, но он ему сказал: почему ты усомнился? Зачем ты это сделал? Так, конфликты. Наконец-то сгармонизировано внутреннее ваше состояние. На место конфликтов и войны внутри, когда в голове постоянная бетономешалка. И с партнерами точно так же. То есть это вот бетономешалка в голове, она рождает бетономешалку в вашей семье, в партнерстве, с друзьями, с подругами, вообще в социуме, да? И это все сгармонизировано, наконец-таки, исцелено. Ваша шизофрения исцелена. У вас потому что свечение идет, и все тут. Вы в себе открыли, подружили в себе вот эти энергии. И поняли, что откладывать больше нельзя. Либо я беру этот шанс и иду вперед с мудростью, с факелом в руке, попирая все цепи и то, что меня сдерживало вечно в жертве в какой-то. Я иду, я прорываюсь сквозь ограничения, моя душа наконец начинает жить. Вы свое истощение, состояние истощения — это когда
энергии вообще по нулям. То есть нет энергии, нету здоровья, нету ресурсов, нету вот этого свечения, конечно. Вы это все завершили. Все, наконец пазл сошелся, завершение произошло. Карта мира. Завершилось это все мирно. И вот теперь вам потребуется терпение. Терпение, смотрите, в течение вот этого лунного месяца, как я и сказала, у вас будут распаковываться вот эти процессы. Да? Это все не за один день происходит. У вас будет распаковываться ваша сила, внутренняя сила. Да? Так, что еще? Так, замороженность была долгое время, и вы, наконец, выходите в победителя. Победитель по жизни, которого невозможно сломить ничем. Да вы молодцы, просто сделали. Творец своей реальности. Вы творец. Вы в энергию Творца вошли. То есть у вас такое свечение внутреннее, вот это солнечное, что вы сотворяете свою реальность. Итак, вы вышли из ограничений. Я вам говорю это, потому что я это вижу. Я считываю вашу энергию. Всегда, когда я выхожу на расклады, я знаю, о чем будет речь заранее. Вот так. Давайте попробуем. Полностью сейчас расслабьтесь, просто дышите. Сейчас настройтесь на изобилие, на свечение внутри, на то, чтобы ваша Вселенная оберегала и одаривала вас вот этим свечением. Сейчас к вам будет приходить это свечение, изобилие, энергия, наконец. Я вытяну из вас то, что вас сдерживает, и то, что мешает. Все, мы почистим в новолуние всю вашу энергетику и ауру от любого негатива, негативных программ, мыслей, каких-то чувств и переживаний, которые вас тянут назад, от чувства обиды. Сейчас протру вам вашу энергию, почищу немножечко. Здесь вот какая-то. Молодцы. Вы сделали огромное дело сейчас. Полностью исцеляетесь сейчас. Набираете сил, энергии. Сейчас я расширяю энергетику вашу, очищаю ее полностью.
Удачи вам!